Друзья, самые большие разочарования 2021 года в ТВ-боксостроении. Знаете, будем разбирать это в сегодняшнем обзоре. Какие ТВ-боксы разочаровали и стоит ли их покупать, почему стоит или не стоит. Ну а также нажимайте подписаться и колокольчик, если не хотите пропустить другие наши такие самые полезные информативные видео. Так что на канале Технозон. Поехали. Сразу окунаемся в пучину событий. И тут раз у нас сразу Android TV приставка X88 Pro 20, которую покупать абсолютно нельзя. Вообще вся платформа 3566 получилась абсолютно нереально бесполезная. Никаких прошивок на них нет. Нет нормально работающего HDR. У некоторых отваливается 4К 60 FPS. Дропят зачастую 4К 60 FPS HDR, само собой, потому что HDR не воспроизводит. Плюс очень трудно получить нормальный звук, в частности, у кого-то работает Dolby Digital, у кого-то не работает. У нас на двух ресиверах, на Pioneer и на Harman Kardon, так и не получили Dolby Digital звук, получили единственное DTS ядро, и то в некотором плеере, и больше ничего мы не получили. То есть, ну, как-то так. К этому семейству относятся приставки, вот X88 Pro 20. К этому относится T95 Plus на RK3566. Самое интересное, что все эти приставки оснащены памятью от 8 гигабайт, то есть 8, ну, можно 4 купить, есть 8 гигабайт на 64, 8 на 128. При этом никто не понимает, что на них делать. Для серьезных игр они слабоваты, у них Cortex A55 процессор. Для более серьезных игр нужен процессор получше. Ну да ладно, слушайте, к этому относится H96 Max. При этом очень многие купились на него, здесь вообще проблема. То есть, знаете, заходишь в ветку FOPD по H96 Max, а там люди, знаете как, страдают, они муссируют одну и ту же прошивку, которую выдал производитель базовую, и на этом все. То есть это самое большое разочарование, это приставки на этом процессоре, то же самое X96X6, то же самое HK One Airbox круглый, то же самое, вот знаете, что с этим, с Kakamax, это вообще интересная тема, потому что сначала вышла у нас HK One Airbox, вот такой же, как Kakamax, а потом Vontar еще и купила OEM. Это знаете, как называется? То есть, когда берется куча говна, а потом берется та же самая куча, просто пшикается дезодорантом и пытаются продать его как хороший ТВ-бокс. То есть, вот таким вот образом. Вся серия 3566 это серия достаточно плохих ТВ-боксов. То есть мы их не рекомендуем, нормальных прошивок на них нет. И вся бы проблема не в самом процессоре. Процессор получился неплохой. Cortex A55 на Mali G51 неплохо рисует картинку. Но вот, знаете, что получилось? Выпустил Rockchip одну тестовую платформу, выдал ее всем производителям, и все производители на одну и ту же тестовую платформу ставят немножечко модифицированную одну и ту же базовую прошивку, которую им выдал Rockchip, производитель самого процессора. При том, что эта прошивка никогда не будет поддерживать ни автофреймрейт, ничего подобного. То есть уже сколько времени прошло с выпуска, ни одного мода нет на эти прошивки. Ни одного. Во-первых, это Android 11 на 64 бит, которому еще даже, ну, давайте так, Google не может дать, скажем так, Google не может победить свой Google TV 10, который на базе Android TV 10, а здесь за 11 уже взялись. Поэтому это самое большое разочарование, это вот топ-1 разочарований года. Их покупать нельзя, но при этом ссылки в описании под видео. Следующее разочарование для меня лично было это Google Chromecast 2020 на Google TV. И вы сейчас скажете, стоп, Bubble, он же классный, ну, вернее, не классный, он же классно работает, но я вам скажу так, я не говорю, что он плохой, я говорю о том, что он разочаровал меня. Во-первых, все от Google ждали нереального чего-то и ждали как минимум автофреймрейта, ждали как минимум звука DTS, ждали нормально реализованного интерфейса голосового поиска, но по факту что мы получили? Мы получили неплохой по железу бокс, то есть в виде стика, который способен проигрывать Dolby Vision в различных профилях. Он способен проигрывать Dolby Atmos, у него поддержка Netflix.
Ну интерфейс, ну это же какое-то просто-напросто гуана. Голосовой поиск нормально не работает. То есть фактически этот голосовой поиск, он нужен, ну так, чисто в YouTube набрать что-то вместо там набора на клавиатуре. При том, что глобального голосового поиска вы там нормального не получите. Чтобы открыть Play Market, вы должны опять же его через голосовой поиск запускать. Потому что нормального Google Play там нет именно в иконках, нет нигде в виде приложения, его тоже просто так не открыть. То есть вы должны через голос сказать Google Play, он тогда раз и откроет этот Play Market. Ну это, честно говоря, чушь. И конечно же нет автофреймрейта, а также нет убирания оверскана, то есть невозможно регулировать масштаб, что на некоторых телевизорах выражается в уходе за пределы экрана. То есть вот такая вот ситуация. При этом я не говорю, что его покупать нельзя. Для тех, кому нужен чисто стриминг, для тех, кому нужен просто-напросто пульт с обыкновенным голосовым поиском в YouTube, он вполне нормальный. Конечно же, вы не поменяете здесь интерфейс на более-менее хороший интерфейс. Конечно, здесь не будет глобального голосового поиска и автофреймрейта, но он неплох, но он меня сильно разочаровал. И я считаю, что вот сама Google, она не могла так обосраться, как она обосралась именно с этим устройством. И это факт, они реально обосрались. То есть они могли выпустить такой, знаете, референсный бокс, чтобы все на него смотрели, все стремились и понимали, что это вау, топ. А выпустили? Ну, выпустили, что выпустили. Ладно, следующее. Ну, а вот это вот разочарование меня, конечно, вообще поразило. Почему? Потому что A95XF4 это была одна из самых спрашиваемых приставок у меня в комментариях. И все люди говорили, это же 905X4 процессор, это будет чуть ли не чудо приставка. Но она у нас есть. И честно вам скажу, если вы посмотрите наш обзор, то вы поймете, что root прав нет, нормального интерфейса нет, она греется, нужно выколупывать сверху подсветку, нужно ее дорабатывать, автофреймрейта нет, и, короче, получилось она в край сырая. Да плюс еще и процессор урезанный, и люди, вот знаете, на форумах пишут уже, что они жалеют о покупках, но нет же, чтобы посмотреть наши обзоры, нет, чтобы вовремя остановиться, знаете, остановитесь, вовремя остановиться и не покупать это чудо. А самое интересное, что все ждут, что появление нового Югус AM7 исправит положение, появится прошивочка на 905X4 процессор и все ее портируют. Но запомните, что после появления Югус X3 первая портированная прошивка появилась через сколько? Через год. Ну и покупать это вот A95XF4 для того, чтобы когда-то в теории, возможно, кто-то как бы чего-то сделал, ну это полный бред. Ну и, конечно же, разочарование для меня года — это вообще Apple TV 2021. То есть разницы особой между Apple TV 4K и Apple TV 4K 2021 я не нашел. Для меня это вообще... Я раньше избегал Apple TV, потому что, ну, слишком много ограничений, и я не ошибался. То есть для меня это разочарование года, вот если ее брать как новую приставку, это то, что реально закрытая платформа, не работающий Siri, убрали Type-C, что усложняет установку некоторых сторонних приложений. Из Dolby Vision, если уже вы заявляете из Dolby Vision, работает только 5-й профиль, DTS нет, пульт зачет, пульт реальный топ, я вам серьезно говорю, вот за пультом, вот за пульт это вообще огонь. Но стоит она дороже, мать его, чем Nvidia Shield, а ни хрена не может. То есть вы должны, вдумайтесь, купить ТВ-бокс за овер до хрена деньги, овер до хрена денег. И что вы там можете смотреть? Через Infuse с внешнего компьютера закачанные фильмы. То есть вам для этого ТВ-бокса нужен либо NAS-сервер, либо компьютер, если вы планируете смотреть закачанные. Само собой, браузера там нет нормального, и смотреть в браузере, как некоторые умудряются смотреть, тоже невозможно. Ну да ладно, черт с тем браузером. Что мы здесь получаем? Только Netflix, мы получаем только YouTube, мы получаем какой-то кинопаб через подмену DNS. Вдумайтесь, в 2021 мы должны устанавливать в приставке за овер до хрена денег через подмену DNS кинопаб. Это уже дно днищенское. IPTV 4K в OTT-плеере тормозит. Ну, есть как есть, мы делали обзор. И для меня это одно из самых огромных разочарований. Почему? Потому что стоит до хрена, а не может ни хрена. Вот такая вот ситуация. Но ссылки на все эти ТВ-боксы лежат в описании под видео. Я не говорю, что их нельзя покупать, их покупать можно, но я вам высказываю всего лишь свое мнение, а решать уже вам. Так что, ребят, если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз. Обзоры смотрим в описании под видео. Ну а с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.